В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Амуро-Сахалинская страна. Находится на Дальнем Востоке. Рельеф преимущественно горный. Территория формировалась в два этапа – в мезозойскую и кайнозойскую эры – 200 и 500 миллионов лет назад. Самый большой залив российского берега Японского моря – залив Петра Великого. В нем находится немало островов. Есть даже целый архипелаг Римского Корсакова. Сейчас территория находится под охраной Дальневосточного морского заповедника. Созданный 40 лет назад, и по сей день он является единственным в России, чья территория занимает почти исключительно акваторию моря без материковой части. Самый крупный остров архипелага – Большой Пелес. Название ему дали французские мореплаватели. Пели по-французски «голый». На острове действительно почти нет деревьев, однако его каменистые берега стали приютом для пятнистого тюленя ларги. Обычно тюлени рожают детенышей на плавающих льдах из соображений безопасности, но на заповедных островах их никто не тревожит, и они приносят приплод на берегу. В конце марта снег еще не совсем стаял. Еще недавно он был укрытием для новорожденных бельков. Да и сейчас они еще пытаются прятаться в ледяных пещерах. Но на камнях старая расцветка делает их заметными. Скоро им придется сменить белую шубку на пятнистую, как у взрослых. Скорость его передвижения по суше, мягко говоря, невелика. Зато в воде уже и сейчас бельки чувствуют себя уверенно и пытаются не отставать от матери. Весна наступает быстро. Мы на самом южном острове заповедника Фуругельме. Он же является самым южным островом России. Его еще называют последним русским островом. Отсюда рукой подать до Северной Кореи. Наступает пора летнего муссона. Остров часто окутан туманами. Амуро-Сахалинская страна – единственная в России с муссонным типом климата – сухой зимой и влажным летом. Сейчас пора цветения сакуры. Все же мы на берегах Японского моря. Фуругельма – птичий остров. Какие-то виды здесь гнездятся, какие-то отдыхают во время перелетов. Всего на этом небольшом островке замечено более 300 видов птиц. Это больше, чем в дельте Волги. 80 из них здесь гнездятся. Здесь находится самая крупная в мире колония чернохвостых чаек. Около 50 тысяч птиц. Они не только хозяева острова, но и главные хищники. По соседству с ними расположилась колония уссурийского или японского баклана. Чайки постоянно контролируют их территорию.
Стоит обоим родителям покинуть гнездо, чайки не упустят случая унести птенца. На утесах среди расщелин живет еще один вид баклана – берингов. Даже из названия видно, что вид этот северный. Здесь самая южная граница его обитания. Японское море отличается от многих других большой разницей температур между южной и северной частью. Возле Сахалина оно зимой замерзает, а на юге даже зимой температура поверхностных вод плюс 15 градусов. Залив Петра Великого находится примерно в центральной его части. В его глубинах можно встретить одновременно холодноводные и тепловодные виды. На песчаном дне поселились мидии Грея, обитательница северных вод. И рядом трепанг или морской огурец, вид, распространенный в Юго-Восточной Азии. Живущие в основном в северных водах Тихого океана морские окуни охотятся возле морских коньков, представителей тропических морей. Здесь множество разнообразных морских звезд. Самая крупная из них – Дисталастерия колкая с размахом лучей до полуметра. В водах Приморья обитает и самый большой осьминог в мире – осьминог Дафлейна. Размах его щупалец может достигать 3 метров. К концу лета сезон дождей проходит, и в Приморье наступает чудесная пора. Места эти словно созданы для созерцания. Здесь понимаешь, что пейзажи с японских гравюр не выдуманы художником, а действительно существуют. Возможно, это не только самый далекий, но и самый красивый регион России.